Друзья, всем привет из Мексики! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Сегодня мы посмотрим достопримечательности современного района Паланка. А также побываем на ужасном острове Кукол. Мы переехали в район, который называется Паланка. Ехали минут 15, наверное, из прошлого района. Хотим немножко пожить здесь, посмотреть местные достопримечательности, походить в местные ресторанчики. Живем мы в этом доме. И сейчас зайдем внутрь. Здесь нас встречает зеркальный холл. Есть, как всегда, консьерж, которая может проводить в комнату и подсказать все интересующие вопросы. В доме есть лифт, поэтому можно воспользоваться либо им, либо подняться по лестнице. Наша комната расположена на втором этаже. Всего в доме 3 этажа. И на последнем есть небольшая терраса, где можно приготовить самостоятельно гриль, купить мясо и устроить пикник. Есть еще одна терраса, но скорее для жителей этих комнат. Она небольшая. Здесь установлен небольшой фонтан. Теперь давайте обратно спустимся на второй этаж и посмотрим нашу квартиру. Наша квартира 102. Очень просторная, светлая. Здесь у нас красивая арка с цветком. Проходим в кухню-гостиную. На кухне есть все необходимое для того, чтобы готовить. Даже есть кофемашина с капсулами, водичку нам тоже оставили, микроволновка, холодильник, много шкафчиков. В каждом из них есть посуда, есть соль, сахар. Очень удобно, когда есть такое место, где можно себе что-то приготовить и не обязательно ходить в рестораны. Дальше у нас здесь гостиная, обеденный стол, телевизор. Есть и YouTube, и Disney каналы, Netflix. Тоже у нас здесь цветы, книги для любителей почитать, журнальный столик с журналами, диванчик. Все стены украшены картинами красиво. Ну и давайте пройдем в первую спальню. У нас всего их 2. Этой мы не пользовались. Здесь 2 двухспальные кровати. Поэтому, если едете большой семьей, можно ее разместить. Есть плед, если на случай будет холодно. Очень много шкафов, где можно положить свои вещи, развесить. Сейф. Также в комнате есть зеркало. И, конечно же, смежный туалет и душ. Сантехника работает великолепно. Также у нас здесь есть и гель для душа, и шампунь. Здесь у нас тоже шампунь, кондиционер, гель для душа. Отсюда можно пройти во вторую спальню. Здесь мы и разместились. Здесь вообще у нас просто кровать king size. Тоже светлая просторная комната. Также есть шкаф. Есть и гладильная доска, и утюг. Корзина для грязного белья. Здесь, кстати, можно попросить, чтобы вам постирали. Тоже очень много полочек, чтобы разместить все свои вещи. Есть также рабочий столик с креслом. Здесь окно, и здесь можно разместить чемодан. Выходим из этой спальни и снова попадаем в коридор. И сейчас мы с Кириллом поедем смотреть достопримечательности в Паланка и в других районах Мехико. В прошлом выпуске мы с вами гуляли по парку Чапультепек. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Этот парк, он огромный, 700 гектаров занимает его площадь. Поэтому все достопримечательности, которые находятся внутри этого парка, посмотреть просто нереально. Поэтому мы с вами гуляем по самым, наверное, популярным и известным. Мы узнали о том, что в лесной части этого парка находится красивая скульптура. И эта скульптура лежит в 30-метровом бассейне. И сделал эту скульптуру Диего Ривера, то есть муж Фриды Кало, знаменитый художник мексиканский.
Сделана скульптура из мозаики и посвящена она богу воды. Также можно подняться по ступенькам наверх и уже отсюда наблюдать за богом воды, которого зовут Тлалок. Еще он примечателен тем, что имеет два лица. Одно лицо смотрит на музей воды, ну а вторым проще полюбоваться с дрона. Давайте его запустим. Рядом со скульптурой и этим фонтаном находится музей воды, и вход стоит 34 песо. Я так смеюсь, потому что мы с Кириллом, когда сюда заходили, он все уже подснял, красивые кадры сделал, а это и был весь музей. Но хорошо, что мы хотя бы один билет купили, а не два. В этом музее рассказано про то, как здесь прокладывали водные ресурсы и как художник Диего Ривейра помогал в принятии решений. Он сам предложил сделать эту скульптуру, потому что он часто участвовал именно в улучшении инфраструктуры Мехико. Здесь можно увидеть картину, где правительство принимает решения по обустройству инфраструктуры водных ресурсов. Одна из голов бога воды как раз смотрит на этот музей, наблюдает за ним. После нашей прогулки в парке Кирилл решил немного поработать, остался в апартаментах, а я захотела посмотреть знаменитый музей Соумая, который был построен в 2011 году, и здесь находится 66 тысяч экспонатов. Представляете? Я думаю, что, конечно, все 66 тысяч не посмотрю, но хотелось бы хотя бы немного узнать больше об этом музее. Еще этот музей примечателен тем, что вход сюда абсолютно бесплатный. Миллиардер Карлос Слим, который открыл этот музей и показал свою выставку, достаточно, видимо, добрый и щедрый человек, поэтому теперь этот музей украшает и район Паланка, и радует всех туристов и жителей города. На первом этаже копии различных скульптур знаменитых, поэтому проходим его достаточно быстро и идем на второй этаж. Вообще общалась со своей знакомой, она говорила, что первые два этажа такие проходные, и самая интересная часть начинается с третьего этажа, а всего здесь 6 этажей. Второй этаж полностью посвящен колониальному времени. Здесь можно увидеть старые музыкальные инструменты, картины, отражающие ту эпоху. Один из этажей полностью посвящен иконной живописи. Отдельный вид искусства, к сожалению, мало мне знакомый. Чем выше я поднимаюсь, тем чаще я встречаю знаменитые картины художников. Вот, например, сейчас передо мной картина Пола Сезанна.
Вот, Кирилл зря не пошел в музей. Здесь есть, оказывается, произведение его любимого художника Ван Гога. В прошлом году мы даже прочитали книгу, биографию о нем. Еще одна его знаменитая картина. Неожиданно было увидеть произведение здесь Франциско де Гойя. Тоже есть несколько картин. Ну и, конечно же, куда без Фернандо Ботера. Его скульптуры я теперь узнаю в любой стране, в любом городе. Если вдруг вы не знаете, это колумбийский художник-скульптор. Он написал знаменитую картину «Смерть Эскобара». И его фигура отличается округлыми формами. Так он представлял себе жителей Колумбии. Произведение искусства Сальвадора Дали также представлено в этом музее. Его безумные линии, конечно же, я тоже узнаю издалека. Эскиз Диего Ривера, знаменитый мексиканский художник. Здесь также представлены его полотна. Еще один мексиканский художник Давид Сикейрос. Его всегда тоже можно узнать, потому что у него интересные линии в картинах, знакомые сюжеты. Видели мы этот вулкан, который называется Попокатепетль. Знакомый сюжет. Видим вулкан здесь Попокатепетль. Оказывается, эту картину нарисовал Жан-Баптист Луис. Также на этой картине представлены кактусы агава, а сзади вулкан. Дошла до места, где во всю стену красуется картина Сикейроса. Я даже не подходила, не смотрела описание, но сразу понимаю, что это он. Его тяжело спутать с каким-либо другим художником. Наверное, главной изюминкой этого музея, конечно же, является последний этаж, где находится скульптура Аугусто Родена. Этот скульптор делал Врата Ада, скульптуру, в течение 30 лет. И эта скульптура, она состояла из множества частей, из множества скульптур. Если не ошибаюсь, то их было 180. Но не успел ее закончить, и теперь эти скульптуры, они находятся в разных музеях. И основная часть находится именно здесь. Представляете, вы можете абсолютно бесплатно посмотреть на произведение искусства этого скульптора. А какие-то другие его произведения, которые находятся в других музеях, они стоят просто огромных денег, чтобы туда попасть. А здесь все совершенно бесплатно. Просто уникальное творение. Представляете, как должны были выглядеть эти врата ада, если часть этой скульптуры вверх выглядит вот таким размером. Возможно, если бы это все находилось в единой композиции, не было бы возможности так детально рассмотреть каждую скульптуру. А теперь, когда они существуют сами по себе, можно все детально рассмотреть. Это, конечно, невероятная работа. Я показала вам совсем маленькую часть этого музея, буквально 1%. Я гуляла, наверное, часа 3 или 4, любуюсь всеми произведениями искусства. Это, конечно, завораживает, это интересно. Здорово, что это все абсолютно бесплатно не только для жителей Мексики, но еще и для обычных туристов, как мы. Поэтому здорово, обязательно посещайте этот музей, если у вас будет такая возможность. Все, я закончила просмотр произведений искусства. Сейчас иду обратно в квартиру, здесь буквально 600 метров
А завтра мы с Кириллом посмотрим еще одно интересное место. Если вы устали от шумного центра Мехико, то вы, так же как и мы, можете приехать в район, который называется Сочимилько. Это очень туристический район, и он знаменит тем, что здесь находятся каналы, которые построили ацтеки. Здесь можно выбрать различный тур. Мы взяли самый большой на 4 часа. И получается стоимость этого тура 600 песо в час. Но здесь мы повстречали еще одну пару, поэтому мы с ними поделимся. И получается 1200 песо за 4 часа нашего приключения. И, конечно же, главная точка, куда мы хотим сегодня попасть, это будет остров Кукол. Мы плывем на лодочке не спеша. Точнее, наше средство передвижения вполне можно назвать плотом, потому что оно управляется с помощью капитана. Он втыкает огромные палки в воду, и тем самым мы передвигаемся. Здесь есть и другие лодочки, на которых можно заказать что-то перекусить. Что-то вот сейчас готовят в виде кесадильи. Здесь также можно купить напитки. До этого мы проплывали местные деревушки, в которых до сих пор живут жители, а сейчас мы видим плотину, которая открывается прямо перед нами, опускается, и мы проплываем по этому каналу дальше. Вот так сплавляется с одной части берега на другую местные жители. 2 песо стоит такая переправа и 5 песо за мотоцикл. Помимо того, что мы проплываем местные деревушки, мы также видим местных лодочников, которые используют эти лодки как средство передвижения между различными участками. Либо палкой толкаются, либо по канату переправляются с одного берега на другой. Также мы здесь видим очень большое количество красивых птиц. Совершенно разных, и белые, и серые. В общем, природа здесь удивительно красивая. Также периодически подплывают сюда на лодочке музыканты мариачи. Но стоимость, конечно, их музыкального сопровождения весьма небюджетная. Мы сейчас спросили, это получается около 1300 песо за полчаса, либо одну композицию за 220 песо. То есть такие, знаете, цены прям очень высокие здесь. Но если у вас, друзья, так же как у нас, нет желания платить 1000 песо за то, чтобы послушать мариачи живых, можно полюбоваться ими с телефона. Бесплатно. Так, сейчас тоже попробуем управлять данной гондолой методом этой палки. Сейчас попробую, как это все работает. Как сказать, что я видел, типа, я... Ага. All the way down. Down fácil. It's easy. Easy for you. Not for me. ¿Alguna botanita? No, jefe.
Bueno, si no me lo echan, ahorita que hagan esta prueba. Put your head. Si lo pasan, le damos un premio, si no, no. There you go. There you go. There you go. Now, again. Ой, не испачкайся. Again. So it goes deep. It goes in deep. Скорость, конечно, замедлилась, Yes, друзья. like this. Ловкость рук и никакого мошенничества. Que de esto va a vivir. No Со стороны, конечно, управление этой гондолой выглядит гораздо проще, но палка на самом деле очень длинная, плюс когда ее втыкаешь, там внизу черный ил, из которого потом сложно ее вынуть, поэтому, в общем, нужна сноровка для того, чтобы управлять данным судном. Каналов здесь очень много. До этого мы плыли по широкому каналу, сейчас свернули уже на такой более узкий. Иногда навстречу проплывают либо местные торговцы, либо просто жители. Иногда встречаем туристов, но крайне-крайне редко. Мы сейчас приехали на ужасающий остров кукол. По всему острову развешаны эти куклы. И можно сказать, что это главная точка этого тура. И все буквально туристы едут как раз-таки, чтобы посмотреть на этот необычный остров. Конечно же, возникают вопросы, откуда взялись все эти страшные сломанные куклы. Говорят, что здесь был мексиканец, который жил в этих местах. И он увидел, как тонет девочка. Побежал ее спасать, но не успел этого сделать, а на ее месте он обнаружил сломанную куклу. И с того момента в течение 50 лет он собирал эти куклы. О, выглядит действительно ужасающе. Некоторые туристы тоже привозят теперь с собой кукол и оставляют их здесь, дополняя коллекцию. Впечатление от этого острова, конечно же, немного жуткое. За счет кукол, за счет той атмосферы, которая здесь витает. Но плюс еще, поскольку это место является таким туристическим, то помимо того, что здесь надо заплатить за вход 70 песо, чтобы высадиться на этот остров, так еще и спрашивают отдельно за услуги гида, пытаются взять деньги, потом за камеру, за большую камеру, за дрон, в общем, за все пытаются брать деньги, поэтому, ну, немножко неприятно в такой атмосфере. И так ценник достаточно большой на этот лодочный тур, плюс еще пытаются по максимуму с каждого туриста выжать здесь денег, поэтому... Ну, конечно, не стоит даже воспринимать всю эту поездку, да, всю эту стоимость, что едем только из-за этого острова, потому что пока мы плыли, были очень красивые птицы и природа, все это интересно, но действительно вот такой вот, знаете, вот это все пренебрежение, это, знаете, вот как тебя высадили, да, ну все, иди там, ходи, возможно, там услуги гида на испанском языке, но все равно вот неприятно, за тобой смотрят, что ты снимаешь, не снимаешь. Да, как только я стал снимать большую камеру, сказали, нет, это нельзя, нужно дополнительно все оплачивать, чтобы полетать на дроне, нужно заплатить 500 песо, ну, то есть совершенно такие, знаете, условия не туристические. Очень-очень много здесь различных кукол, их более 1000, поговаривают, что около 4000. Какие-то мы видим висят на кольях, какие-то привязаны к деревьям.
какие-то обугленные, какие-то сломанные. В общем, зрелище, надо сказать, действительно жуткое. Мы сейчас зашли в амбар, в котором находится алтарь, и видим куклу того же самого возраста, что и была девочка. Очень многие думают, что это самая первая кукла, которую нашел Дон Хулиан, тот самый мексиканец, который собирал эти куклы. Но в реальности самая первая кукла была вот эта вот в шляпке. От нее уже мало что осталось, выглядит она действительно жутко. Также здесь есть фотографии того самого Дона Хулиана, фермера, который жил на этом острове, с которым все это дело приключилось. Некоторые куклы мы даже видим, как замочены в банках. Зрелище не для слабонервных. Вы знаете, это, наверное, одна из немногих достопримечательностей, где совсем не хочется делать фотографии, потому что здесь настолько жутко и даже иногда прям противно. Я вообще не понимаю, как это место стало таким популярным, потому что даже и Discovery, и National Geographic снимали про этот остров фильмы. Ну, как бы, я даже не знаю, вот ради галочки, может быть, и стоит съездить. Да, красивая легенда, необычная здесь обстановка, поэтому это место и популярно. Около получаса мы провели на этом жутком острове, но теперь уже собираемся плыть обратно. Сейчас мы высадились на небольшой остров, и он знаменит своими необычными рыбками. Они называются ахолотарио, и они водятся именно здесь. Сейчас мы зайдем внутрь и посмотрим на них. Они называются ахолотарио? Да, это необычные рыбки, у них есть лапки. A mí me da miedo tocar. No, es que mira, mira, no pasa nada. Let me see. Yo estoy tocando y no. ¿Las tocaste? Yeah.
странное ощущение, они очень слизкие. No hablan На español. ящериц похоже? Нет, на ящерицу не похоже. Háblales en inglés, no hablan español. Hola. ¿Cómo estás? Son un canal de YouTube. Все поняли, друзья, поэтому подписываемся на канал, ставим лайки, поддерживаем видео. Также мы здесь видим чучело птичек, которых мы очень много проплывали. Вот эти вот серые и белые аисты такие, своеобразные. ¿De qué parte eres? Некоторые рыбки живут в аквариумах. Honduras. Oh, qué bueno. Este animal es único en todo el mundo. No hay otro animal parecido a este. Также здесь есть черепашки. Ya están extinguiendo. Мне кажется, немножко не хватает им воды. И сделано специально, чтобы некоторые находились на воде, а некоторые могли выползать на сушу. Esta casi va a tener una masa. La roja esa. Únicos en el mundo. Ровно 4 часа продолжалась наша прогулка, но я думаю, если добавить на эту лодочку небольшой мотор, то можно, конечно, все и за час посмотреть, потому что плыли мы очень-очень медленно. Вот. Ну, природа, она хоть и интересная, но, знаете, когда плывешь в одну сторону 2 часа, все-таки глаз уже так замыливается, и пейзажи становятся одинаковыми. Поэтому, в принципе, можно было бы чуть побыстрее. Вот. Но у нас был такой долгий маршрут только потому, что крайняя точка была это остров Кукол. Ехать вам сюда или нет, смотрите сами, друзья, оставим на это место точку в описании. Нам это место показалось такое, знаете, немножко туристическое чересчур. Хотя туристов здесь можно встретить много, как нам сказали, лишь по выходным дням, в субботу, воскресенье. Вот, но в любом случае все пытаются здесь местные заработать, будь то на острове, будь то на лодке. В общем, смотрите сами. Но мы, в принципе, довольны, то, что совершили это небольшое такое речное приключение, да. Точнее, озерное, да, потому что это скорее озеро. Да, это озеро.